Всех приветствую! В этом видео я расскажу о том, как разговаривает Бог, как говорить с Богом. Кирилл и Сергей, канал Предназначение. Бог слишком абстрактное понятие, поэтому я поясню на примере, а потом проведу другие аналогии. Представьте, что вы программист, и вы написали некую компьютерную игру, и в этой игре есть какой-то персонаж. И вот много людей в эту игру играют, у каждого там свой персонаж, и вы до какого-то конкретного персонажа хотите что-то там подправить, вот там подсказать. Как вы, как программист, будете это делать? Вот задайте себе вопрос. Первое, что приходит в голову, что вы создаете некий там дополнительный, пишете код, да, где персонаж, он там ходит, что-то делает, и ему встречаются какие-то события, какие-то подсказки, да, какие-то там стрелочки, указатели, я уж не знаю, смотря какая игра, да, и персонаж смотрит на вот эти вот там стрелочки, указатели и ведет себя соответственно этим стрелочкам, указателям, и, в общем, согласно тому коду, который программист написал. Но непосредственно сам программист, он персонажу ничего сказать не может. Он может только создать в игре какой-то код, какую-то аналогию, какую-то там ситуацию, где персонаж поведет себя тем или иным образом. Или если он хочет что-то запретить персонажу, например, кто-то там каким-то персонажем играет и слишком много там чего-то взял на себя, каких-то там оружия, не оружия, что там в играх, я не очень в игры играю, соответственно, нужно как-то его ограничить. То, что делает программист, он пишет некий код, исправляет программу, и персонажу блокируются какие-то возможности, какие-то данные, что-то у него там не работает и так далее, и так далее. Таким образом, программист может общаться с персонажами, если это можно назвать общением, через изменение кода самой программы. То есть через некие подсказки, которые есть в самой программе, подсказки или там блокировки или прочее, которые есть в самой программе, чтобы тот персонаж, которому он хочет поправить, функцию, которую он хочет поправить, эта функция поправлялась. Теперь перенесемся в реальный мир, в том, что нас окружает. Как Бог, да, который по аналогии, да, является таким вот программистом. Но это аналогия, здесь понятно, что противоречий много, но по аналогии, да, такой же программист. И вот как Бог, как программист, да, в данном случае, мог бы сказать нам, мне, там, как персонажу, что нужно сделать то или иное действие. Он это делает через обстоятельства, которые вокруг нас. С одной стороны, то есть создает некие условия, некие обстоятельства, целью которых является принятие тех или иных решений. То есть возникает некое обстоятельство, оно заставляет задуматься, и я принимаю то или иное решение. Это глобально. Так с нами поступает Бог. То есть Бог глобально, как нечто большое, любящее, там, всепрощающее, милостивое и вот там максимально положительных эмоций, максимально положительных, точнее, эпитетов. Вот Бог, Он хочет, чтобы мы были Ему подобны, то есть мы были вот такими же отдающими, большими, любящими там, и так далее, и так далее. И Он делает наше проживание, подсказывает нам через обстоятельства, как нужно себя вести, что нужно понять. Если мы что-то не понимаем, то он ситуацию еще раз повторяет до тех пор, пока мы не поймем и не поступим правильно. То есть он двигает обстоятельства вокруг и таким образом помогает нам пройти вот этот квест так, чтобы дойти до осознания подобия Богу, да, себя, душа как подобие Богу, да, вот, но это глобально он так делает. Если мы возьмем прям настоящее, прям вот текущий момент, то вы всегда можете услышать вот этот вот голос Бога не на уровне обстоятельств, не на уровне каких-то больших масштабных действий или преобразований, а прям на уровне конкретных ощущений. Я где-то слышал, что голос Бога – это тишина. В чем-то верно. Когда мысли замолкают, когда вы погружаетесь полностью в текущий момент,
то тогда можно сказать, что вы, когда вы сливаетесь с текущим моментом, то вы как раз как бы и слышите Бога, да, то есть вы как раз не слышите больше ничего, остается вот эта тишина, остается, давайте по-другому скажу, остается некое пространство, которое оно всегда было, есть и будет, оно просто как бы существует, некая естьность. И когда вы находитесь в настоящем моменте, вы эту естьность как бы ощущаете, вы как бы она в вас отражается, или вы в ней отражаетесь. И в этом смысле, в самом настоящем моменте, вот это вот ощущение присутствия, оно максимально выражено, когда остановлены все другие способы отвлечения. Мысли, чувства, эмоции, там, размышления, там, обиды, радости, вообще все это остановлено. Вот тогда вы ощущаете вот это вот единственное присутствие, которое всегда было, есть и будет. Которое вот в моменте, оно как бы неотделимо от момента, оно просто сам момент, оно просто вот всегда, из него все остальное выходит. И все, что из него выходит, из этого присутствия, это наши мысли, рассуждения, эмоции и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что нас отвлекает от проживания текущего момента в своей полноте. Что значит общаться с Богом? Когда вы в текущий момент вот просто находитесь в полном внимании, в полном как бы отсутствии переживания о будущем и размышления о прошлом, то вы начинаете слышать, буквально слышать, чувствовать, видеть подсказки, которые к вам из ниоткуда просто приходят. Просто ваше внимание переключается на момент, и вы начинаете слышать, можно сказать, что там голос Бога. Простой пример, хотя наверняка у вас, кажется, что-то подобное было. Вот вы, например, задаетесь вопросом, не знаю, какая будет завтра погода? Задались вопросом, как бы к Богу обратились. Не в смысле, что вы там обратились к Богу, какая будет погода, а вот как бы вот так, какая погода будет, да? И если вы настроены на свое присутствие, не знаю, у меня так очень часто бывает, поэтому наверняка у вас тоже это было. Например, по телевизору могут сказать, а погода на завтра там такая-то. Или где-то радио скажет, или у вас там смартфон откроется почему-то на погоде, да? То есть вот эти вот как бы случайности, что как бы вы спрашиваете в никуда, просто спрашиваете, а не будет ли там завтра дождя, да? И вот из ниоткуда вам приходит такой ответ, например, по радио, или люди проходят мимо и говорят, что завтра дождя не будет. Или выйти где-то объявление, или еще что-то такое. То есть, когда вы сосредоточены на моменте, то вот эти вот все как бы подсказки со стороны – это ответы на ваши внутренние вопросы. И они есть всегда. Всегда, каждое мгновение, на каждый ваш вопрос вам присутствие Бог дает ответ. И вопрос не в том, что Он дает или не дает ответ, а в том, что не всегда есть настройка, не всегда есть возможность быть в присутствии, чтобы этот ответ услышать, чтобы его получить, чтобы его распознать. Мимо вас каждый день ходит очень много ваших там знакомых, друзей, людей, с которыми вы можете пообщаться. Но сколько людей вы каждый день встречаете, новых знакомых? Как бы не так, чтобы много в обычной жизни. Но как только вы переключаетесь на вот эту вот чистоту присутствия, тогда начинают случаться чудеса. Оказывается, и знакомых вокруг очень много. Откуда они здесь берутся? И мир очень тесен. И вообще встречаются события, случаются, которые вообще логически ниоткуда не следуют. Но они являются ответом на некие внутренние вопросы, некие внутренние позывы. Вот это и есть разговор Бога с вами. Здесь возникает сразу встречный вопрос. А как можно еще, как вообще настроиться на Бога, как можно поговорить с Богом, да, так вот скажу. Почему говорят, что молитва – это разговор с Богом? Вот если вы посмотрите и послушаете любую молитву, прочитаете ее внимательно на любом языке, на любой религии, саму молитву, то смысл любой молитвы очень простой, что в христианстве это говорится, пусть будет воля твоя, да?
сделай по-твоему, открой мне волю твою. То есть любая молитва – это убирание себя и пропускание через себя некой высшей воли. То есть разговор с Богом, он, собственно, сводится к одному, что убери мое мнение, меня, мою обособленность, и дай через меня пройти твоей воле вот тем событиям, которые... То есть убери меня как помеху и сделай меня как проводника. И любой разговор с Богом, любой разговор с чем-то большим фактически может означать только одно, что вот то меньшее, которое есть, оно должно быть инструментом, то есть его как бы не должно быть, оно должно быть инструментом чего-то большего. То есть вот эта обособленность меня как индивидуальности, как там личности, как-то еще, вот ее не должно быть. Она должна, через нее должно проявляться. А она сама по себе, оно как бы не должно быть. Вот это и есть разговор с Богом, вот это и есть молитва. В молитве человек соединяется с Богом. А соединяется с Богом – это что значит? Это значит, нет ощущения меня и ощущения Бога. Это не два разных объекта, а это ощущение, когда меня как такового нет, а есть некий функционал мой, индивидуальный, личный или там физический, какой угодно. И через этот функционал идет проявленность Бога. И я просто фиксирую, как это происходит. Вот о чем суть любой молитвы. Я молюсь о том, чтобы убрать мое мнение, мое эгоистическое, индивидуальное или какое угодно мнение, а дать возможность через меня пропустить волю большую, и чтобы я не мешал этому, чтобы не было вот этой помехи. Я просто должен фиксировать вот это. Просто должен сам факт, что вот идет через меня. Интересную вещь я читал, что когда есть в православии таинство исповеди, вот Серафим Саровский говорил, что когда на исповеди он пытается сказать что-то свое, ну так вот подумать и что-то ответить, то получается ерунда, что-то не то. А когда он на исповеди, ну, как бы отключает ум, я не помню там точно, но что-то в этом роде он говорил, когда он отключает ум и говорит, и просто произносит то, что приходит в голову, то есть просто говорится, как бы не от себя, а то, что происходит. Вот тогда это прям точно попадает в цель, и люди чувствуют что-то невероятное. Но это происходило у него только в те моменты, когда он не говорил от себя, а просто как бы воспроизводил, проводил волю большую, волю Бога через себя, через тело, душу, там, индивидуальность святого Серафима. И, по сути, разговор с Богом возможен только тогда, когда происходит наблюдение того, как через меня, да, или через того, что называется «я», происходит его, выполняется его воля. То есть она выполняется в любом случае, тоже важный момент. Есть к этому желание или нет. Нет того, кто может помешать Богу выполнить ту или иную волю. Она выполняется по-любому. И свобода выбора заключается не в том, что я хочу выбрать то или хочу выбрать то, а свобода выбора заключается в том, что я это осознаю, я могу это осознать, вот это вот проявление Бога во мне, проявление божественное. Или я не хочу это осознавать. Тогда происходить будет то, что происходит независимо, но в одном случае, когда я выражаю свою волю это осознать, тогда я наполняюсь вот этой божественным любовью, светом, там, присутствием, чем угодно. Тогда я этим наполняюсь. И просто моя воля, она как бы становится волей Бога, да, уже я как таковой отсутствую, теряюсь. А если я, как обладатель свободной воли, говорю, что я не хочу так, я хочу что-то по-своему, то происходить будет все равно все, что происходит. Но просто я в этот момент буду ощущать некое напряжение, некий дискомфорт, потому что
тот выбор, который я сделал, быть или не быть проводником вот этой божественной воли, я его сделал неправильно. В этом и есть моя свобода. Собственно, это единственный выбор, который реально можно сделать. Обособиться и думать, что есть я и есть Бог. Да, я такой-то индивидуальный, и я настолько крут, что я могу отделить себя от Бога и сказать, вот здесь я, а вон там Бог. Да? То есть мы как бы на равных. Он большой, а я маленький. Но в принципе мы на равных. Вот он Бог, а вот я. И вот мы как бы друг с другом общаемся. Это как бы ошибка. Это неверное понимание себя. А второй вариант, когда вы говорите, что есть я именно как часть Бога, то есть некая частичка Бога, и меня как принимающего решения, как именно как обособленности, как этой, я существую только из-за того, что у меня есть ограниченная, через меня может пройти энергия, ограниченная телом, умом, чувствами, способностями и так далее, и так далее. Но свобода выбора будет в том, что я выбираю проводить, свободно протекать через меня эту божественную любовь, присутствие и так далее. Получается, что можно говорить с Богом, и говорит Он на том языке, на языке любви, который есть вокруг. Мы можем этот язык слушать, настраиваться на него, получать прямо сейчас, прямо здесь, прямо в этот момент, получить ответ на любой свой вопрос. Просто нужно убрать ожидание, убрать желание услышать тот ответ, который хочется. Пусть будет воля твоя, но не моя. Нужно убрать то, что я хочу. Я бы хотел такой ответ, а мне такой ответ не приходит. Значит, я просто делаю вид, что не слышу и жду, когда придет тот ответ. На самом деле нужно просто убрать себя и услышать тот ответ, который придет. И вот он будет самым верным. Именно этот ответ, именно через него Бог проявит свою любовь, и именно через него даст возможность стать Ему подобным. Он все сделает, нужно просто убрать эту обособленность. И, находясь в моменте, слышать, чувствовать, ощущать все, что происходит вокруг, это и будет разговор с Богом. То есть нахождение в моменте и восприятие через свои органы чувств того, что происходит вокруг, это и есть разговор с Богом. Подробнее в канале разбираю, там можно и со мной связаться, и какие-то моменты я с удовольствием вам подсвечу конкретной вашей ситуации, где что осталось непонятным.